Всем привет, с вами Дэвид Вагин, и я хотел бы начать вести свой канал с не очень приятного для меня видео, депрессивного, но именно в этом видео вы можете очень хорошо проглядеть то положение, в котором я находился буквально несколько месяцев назад. И это, наверное, был уже пик моих панических атак, депрессий, моего состояния на тот момент. Связано это было со многими факторами, с карантином, с финансовым ударом, с тем, что я не мог долгое время найти общий язык со своими друзьями, со многими перестал общаться, остался, в принципе, в полном одиночестве и был очень разбит. Это показывает на то, что многие люди хотят с нами общаться, да, когда мы находимся в хорошем настроении, когда мы сильны, когда мы успешны. Но когда у нас что-либо не получается, то большинство, вместо того, чтобы протянуть руку помощи, могут оставить с легкой душой тебя в беде. Возможно, у меня истинных друзей, наверное, никогда и не было, раз я оказался в такой ситуации. Возможно, мне нужно пересмотреть также свое отношение к себе, к родственникам, которые за много лет не поинтересовались даже элементарно тем, как у меня дела, хотя бы во время карантина. Ведь я нахожусь в полном одиночестве в другой стране, где обзавелся только фейковыми друзьями и знакомыми. И казалось в тот момент, что если я что-то с собой не сделаю, если не пересеку рубеж своей зоны комфорта, если не перейду на новый уровень, то меня просто раскатает эта холодная машина обстоятельств, в которых я оказался, и о которых я, думаю, в дальнейшем расскажу в своих других видео. И тут был вариант: либо я буду окончательно растоптан, либо я стану сильнее и закаленней. Но я, как говорится, не из робкого десятка, и меня всегда было тяжело сломать. Я был во многих ситуациях, у меня колоссальный жизненный опыт. Думаю, все-таки я нашел себя, я знаю, что делать, и все теперь начинает налаживаться, и все будет хорошо. Как вы видите, я молод и свеж. И если я оказался в другой стране, то нужно приспосабливаться к тому, где я нахожусь, к тому обществу, менталитету и так далее. Что-то делать, куда-то двигаться. И я знаю, куда двигаться. Как вы поняли, это в сферу хай-тека. Ну ладно, не буду сильно уходить в сторону, не буду уходить в сторону. По поводу конкретно каких-то тематик мы поговорим в дальнейшем. По поводу моей жизни также мне есть что рассказать. Для меня это очень важно, и я хочу в дальнейшем возвращаться именно на свое самое первое видео, которое я сейчас вам покажу, чтобы смотреть, насколько все было плачевно и в каком негативном состоянии я пребывал. На самом деле было не так все плохо, и в этот тупик я сам себя загнал. Никого винить не нужно никогда в каких-либо своих неудачах. Все зависит от того, под какой призмой ты смотришь на ту или иную ситуацию. Нужно быть просто чуточку умнее, чуточку обдуманней. Ведь жизнь, она как игра в шахматы. Нужно всегда просчитывать все ходы и разные линии событий, которые могут произойти. На данный момент я привожу потихоньку все в порядок и думаю, что где-то через полгодика результат будет очень заметен. Не нужно плакаться, заниматься самобичеванием, нужно просто взять себя крепко в кулак и понять, что и как нужно сделать для того, чтобы подняться на новый уровень. А теперь я включаю видео
И если кто-то все-таки его посмотрит, то не доводите себя до такого состояния. Сегодня 6 октября, час ночи. На мне маска, чтобы ты не видел растрепанную страшную бороду, которую я немножко постарался собрать в пучок. Так получилось, то, что в связи с пандемией я потерял работу, меня отправили на безработицу. По безработице я тоже не получил денег за несколько месяцев и не могу их выбить из государства, которому я отдал всю свою молодость, все свои силы. Платил налоги и старался как-то не замечать тех проблем, которые тут есть. Сколько я не обращался в министерство занятости, они меня игнорируют, 0 реакции на мои звонки, на мои письма. Я вообще в шоке. То есть такого худшего реально положения у меня вообще в жизни не было. Как бы я еще поначалу надеялся, что у меня есть деньги, да, заначка какая-то. Но уже эти деньги истощились. За квартиру надо платить, с меня требуют деньги. Меня хотят выселять, а идти мне некуда. Квартирант при этом, который платил со мной пополам всю сумму, да, за квартиру, он уже уехал где-то несколько месяцев назад, не заплатив ни за коммунальные услуги, не предупредив, и он просто взял и свалил. Не знаю, что мне реально делать. Точнее знаю, но просто когда все вот так вот наваливается, когда из тебя просто высасывают все соки, когда у тебя нерешенные старые проблемы, мировая пандемия, которую, наверное, мир не видел 100 лет. Разве что вот испанский грипп, да, был в начале 20 века. Кто бы мог предполагать, то, что вообще такое произойдет, и обороты набираются все хуже и хуже. Мир, на мой взгляд, вообще на грани какой-то Третьей мировой войны, какой-то катастрофы, я не знаю, какого-то апокалипсиса. То есть сейчас вообще удивляться нечему. И просто это все застало врасплох. Сижу в этой квартире, пытаюсь закончить, начать, точнее, догонять свою группу по программированию. Но у меня голова забита совсем не этим, меня реально все постоянно отвлекает. Вот сейчас у меня нету просто финансов, я постоянно думаю о том, что делать. Я уже сегодня открыл гречку, чтобы просто элементарно сделать с каким-то замороженным мясом, которое у меня несколько месяцев валялось в морозилке. Осталось буквально $50 на кармане, и я даже не знаю, откуда добывать деньги, откуда взять что-то. С родителями я в ссоре уже давно из-за политических взглядов, из-за того, что они не могут свыкнуться в смысле, что я уже взрослый человек и не прислушиваются к моему мнению. При этом это пожилые люди, и я понимаю, что я должен быть в этом возрасте для них опорой. Должен им помогать, они должны мной гордиться. Я разбит, раздавлен, растоптан, и со многими друзьями тоже возникли недопонимания из-за разных интересов, увлечений. При этом новых я не завел. И мои недруги, они просто, я вижу, как смотрят с упоением, да, на то, что со мной сейчас происходит. Старые друзья просто холодно ко всему относятся, никто не предложил руку помощи, хотя это реально сейчас очень плохое время. Наверное, я во всем этом виноват, то есть как бы я не ценил время, которое здесь жил в Израиле. Я же тут полностью один, у меня нету квартиры, мне надо было думать, что рано или поздно это может закончиться. Тучные времена, они прошли. При этом я не отложил денег, я потратил на всякие свои какие-то глупости, на гуляния, на девочек, на всякую ерунду. А сейчас уже разбазаривать просто нечего, нету никаких денег у меня. И это просто повод задуматься, что делать дальше. После пандемии я обязан просто поменяться, чтобы и родители мной начали гордиться, чтобы мама не говорила, что у нее плохой сын, ничего не добился. Хотелось бы, чтобы они меня запомнили
не каким-то разбитым ничтожеством, над которым сгустились тучи и будто уже стервятники, знаете, летают надо мной, ждут, когда все закончится. Хочу исправить положение, стараюсь светиться, что-то делать, но у меня постоянно панические атаки, я плохо сплю. Я не знаю, за что просто взяться, столько проблем, которые накопились, с которыми я сейчас столкнулся лицом к лицу. Это незаконченная учеба, это минус на счету, это нет отложенных денег, притом уже, мне 30 лет, господи. Разве этого я хотел в 30 лет? Я думал, что у меня будет уже семья, дети, все стабильно, я буду каким-нибудь состоявшимся человеком, но пока что я вообще не могу так сказать. И в этом я понимаю своих родителей, почему они плохого мнения обо мне. До 15 числа будет второй карантин. Дальше километра от квартиры нельзя отдаляться, и я просто сижу дома с вот этими проблемами. Я надеялся, что мне государство хотя бы заплатит хоть что-то, но вообще ничего нету. Уже октябрь, ребята, уже просто октябрь. Я уже, полгода сижу, без денег. И реально, они, были деньги, но все закончилось. Это просто, я не знаю, осталось идти бомжевать. Я не знаю, что делать. Я реально просто уничтожен. Просто уничтожен. А ведь я знал, что мне нужно что-то менять в жизни. Менять свою старую работу на более какую-то перспективную. Все-таки у меня 2-я степень аудитора. Я знал, что делать, но я не прилагал усилий. Из меня просто высасывали соки, вот эти 12-часовые смены на работе, 6 дней в неделю. Постоянная депрессия, социопатия. Я стал ненавидеть просто, наверное, всех, винить всех во всем. А причина во мне. Люди тоже не идеальны, но надо их принимать такие, какие они есть. Меньше деструктива должно быть, меньше токсичности. Но кажется, что каждый здесь просто тебе хочет плюнуть в душу, насрать, и опять все по-прежнему, опять в этом болоте начал вариться, а потом вот эта пандемия, и вот, пожалуйста, имею то, что имею. Дальше километра от квартиры нельзя отходить, потому что просто впаяют штраф. Стоят блокпосты полицейские. Коронавирус, он стал как лакмусом для всего, в принципе. То есть стало видно, на что способен человек. Мы все столкнулись с проблемами лицом к лицу. Меня просто тошнит от людей, которые относятся до сих пор к этому с каким-то пренебрежением и, я не знаю, несерьезностью. Никто же не придавал этому смысла, значения. И вот, пожалуйста, ребята, уже к 40 миллионам подходит заразившихся в мире. До начала пандемии я уже был никакой, если так говорить на чистоту. У меня уже сил ни на что не было. У меня был полный моральный упадок. И вот наступил тот момент, когда надо дать финальный бой, наверное. И тут либо я окончательно сломаюсь, либо выйду еще более сильным из этой ситуации. Я должен выйти более сильным. Но нужно в любом случае вынести какой-то вывод из этого всего. И о людях, и о близких. И о друзьях. И, естественно, о себе. Ты должен повышать свои навыки. Ты должен заниматься больше самообразованием. Должен быть лучшей версией себя, чтобы и люди тянулись. И был тем человеком, с которым сам бы хотел общаться. Это момент, когда
нужно эволюционировать. Это момент, когда я должен вылупиться из вот этого кокона, расправить крылья и полететь к свету. Несмотря на усталость, на подавленность, я должен ценить каждую минуту. Потому что времени сейчас реально на всякие глупости уже нету. Это не то время, когда можно было спокойненько сидеть играть в PlayStation, тратить кучу денег на всякие мобильные игры по $100 на каждую. Не знаю, или на прочую ерунду. Это не то время. Я сам реально виноват во всем этом. Нужно понимать свои слабые и сильные стороны. Нужно иметь самодисциплину. Я не знаю, как я всему этому не научился. Я не хочу просто, чтобы моя мама 70 лет продолжала плакать. И мне просто уже стыдно, реально. Просто стыдно. За то, какой я стал, в кого я превратился. За каждой черной полосой идет белая, но что-то как-то сейчас очень тяжело. Реально нужно заканчивать курсы программирования, подчищать все концы, собирать камни, которые я разбросал до этого. Повышать свои навыки, свою квалификацию, быть в дальнейшем востребованным специалистом в нише, с которой я уже определился, это программирование. Надо хотя бы пользоваться тем, что есть время, нужно его не просиживать, а все сделать. Нужно скинуть розовые очки, розовую вуаль, пелену с глаз. И просто принять вот этот вот звериный оскал, с которым ко мне вернулся мир реалий. Принять то, что сейчас время действовать и нет времени просто сидеть. Нужно показать, кто я есть, нужно всегда помнить, кто я есть. Нужен какой-то задний хасл для подушки безопасности, нужны дополнительные притоки денежных средств, чтобы в дальнейшем я не попал в подобную ситуацию. Чем больше навыков у тебя есть, тем более ты востребован. Каждое хобби это может перерасти в какой-то бизнес, в какое-то дело, дополнительную работу, и чем больше ты умеешь, да, тем на рынке труда ты более востребован. Вот, наверное, сейчас это как раз то время, когда людям стало понятно, кто они есть, когда каждый человек просто понимает свою пригодность, да, для жизни в социуме. Естественно, нужно общаться с людьми, то есть нужно иметь друзей. И если окружение, которое возле тебя находится, тебе не подходит, нужно искать окружение, которое тебе подойдет. Я же на протяжении нескольких лет просто тупо стагнировал в депрессии. И из-за этого, наверное, даже старые друзья от меня отвернулись. Хотя им тоже, знаете, никто не мешал мне написать или позвонить, но я их, конечно, не виню за это. Я ни от кого уже вообще ничего не требую. Я остался один в стране. Да и вообще, наверное, один. Даже родители мне как бы не пишут, не звонят. Наверное, всем плевать. Тяжело осознавать, но у меня есть только я, наверное.
Поэтому это то самое время, когда нужно становиться еще более самодостаточным, более зрелым, более взрослым, более серьезным, более закаленным после такого особенного опыта. Из каждого опыта нужно выносить выводы, даже из плохого. Вот сейчас именно те темные времена, которые должны мне показать мои слабости, которые должны меня поставить на истинный путь, из которых я не должен допустить, точнее, к которым я должен быть готов. Надеюсь, конечно, больше на мою жизнь хотя бы такого не придется. Надеюсь, это самое тяжелое испытание, которое у меня будет в жизни. Именно поэтому, собственно, я и захотел записать это видео, чтобы спустя несколько лет я посмотрел и вспомнил, как мне сейчас было тяжело. И если я не изменю через год или через 5 лет, тем более, что-то в своей жизни, то я не знаю, неужели я останусь таким же идиотом в будущем. Думаю, навряд ли. Даже не хочу думать об этом. Я должен действовать, и я знаю, что делать на самом деле. Выходить из зоны комфорта, быть здесь и сейчас. Я же говорю, не терять ни минуты, ни часа, тем более месяцами не просиживать жопу. Очень хуй, блядь. Очень хуй. Мобильный интернет, Wi-Fi нету, все тормозит, тупит. Меня постоянно что-то отвлекает от того, что я занимался тем, чем я должен заниматься. Меня постоянно назад тянет в это болото. Арендная плата, какие-то затраты постоянные. Все вот так вот оно отнимает время, силы, что у тебя просто нет желания даже заниматься саморазвитием. Но я приобрел кучу навыков, знаний и опыта. Это есть. Просто теперь нужно все это собрать в кучу, разложить, расфасовать, работать над собой и идти дальше. И пока я плачу вот за арендную плату, пока у меня есть где жить, то просто надо успеть завершить дела, отложить денег и, наверное, куда-то сводить в Украину, чтобы отдышаться немножко. Я не могу, у меня просто истощение, ребята. Просто истощение во всем. Последнее, что я хотел сказать, помни, кто ты есть, на что способен твой бескрайний разум. Помни вот эту вот ситуацию и не повторяй, пожалуйста. Не повторяй этого больше никогда. Цени близких, цени время идет. Тебе самому понравится потом твоя трансформация и то, в какую личность ты превращаешься. И уже превратился через год. Прошу тебя, не допускай этого. На Йом-Кипур, который был буквально неделю назад, я просто рыдал здесь, в квартире, когда постился. Я чувствовал свою ненужность, чувствовал реальное одиночество, беспомощность. И я молился Богу, чтобы больше не было этого. Чтобы хоть как-то что-то произошло, чтобы исправить положение, чтобы зашли деньги какие-то, чтобы хотя бы было заплатить за квартиру элементарно там на гречку с мясом, ну или без мяса, на гречку с рисом. Это очень паршивое состояние. Зато после того, когда ты изменишься, когда ты поймешь, что для тебя важно в жизни,
когда ты чего-то хотя бы добьешься, хоть чего-то, ты поймешь, насколько гениальной личностью ты можешь быть. На обратной стороне кольца у царя Соломона было написано, и это тоже пройдет. Сейчас только такие мысли у меня в голове. Это хоть как-то мотивирует, подбадривает, потому что, надеюсь, не дойдет до какого-то совсем отчаяния. Я не допущу просто этого. Хотя уже нервы сбоят у меня просто постоянно какая-то тревожность внутри, постоянно паника нарастающая, подавленность. Но это тоже пройдет. Ну а теперь, что я могу сказать? Нужно что-то делать, нужно исправлять ситуацию, положение. Садиться, пить кофе, думать, писать, расписывать свои дальнейшие действия, цели. Идти к ним каждый день, что-то делая постепенно, шаг за шагом. Вперед к росту, Давид. И помни то, что тебя ничто не должно сломать. А если и надломило, как сейчас, то в природе есть свойства к укреплению. Когда ломается кость, то образуется костная мозоль, которая делает эту кость еще тверже. И боксеры так себе набивают вот эти косточки. Растение тоже, когда оно надламывается немножечко, то место его надлома, оно зарастает, и оно более толстое. Держи в голове все это. Держи у себя в голове. Не допускай больше слабости. Ты знаешь, о чем я. Ты знаешь все свои проблемы, и никто другой не знает тебя лучше тебя. Никого не слушай, ни на кого не смотри, ничего не бойся. И просто расправляй свои крылышки, лети к свету, вперед. Выше нос, ты знаешь, как действовать. Силу в кулак. Все будет хорошо. Еще лучше, чем ты себе представляешь. Только не сиди сложа руки.